Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Парни, мы вам не мешаем? Девятое место. А нет такого объяснения. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «3 секунды, которые взорвали сеть. Чангук прятался в эфире Тэхёна?» Разбираем звуковые улики. Ответ на самый сбивающий с толку вопрос. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Telegram будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Когда от ваших движений жарко не только вам, но и окружающим. Седьмое место. Самая лучшая в мире страховка – это крепкая рука любимого. Шестое место. Поведение пары. Было стойкое ощущение, что это не эфир, а просто их видеозвонок, а мы все лишние. Ну и то, как же меняется их голос, когда они говорят друг с другом. Любимое занятие Чангука – удивлять все свое внимание Тэхёну. Пятое место. То, как Чангук не дает Тэхёну упасть в воду одному. Он держит его так, чтобы Тэхён был в безопасности в его объятиях. Четвертое место. Забота.
Несмотря на то, что Чангук не любит проигрывать, он, кажется, совсем не расстраивается, когда проигрывает в камень-ножницы-бумага Тэхёну, а наоборот, выглядит счастливым. Третье место. Новости. Фанаты возле здания Хайп увидели несколько комплектов одежды, которые были поделены по именам участников. У Чангука, например, несколько комплектов кожаных курток. У Хасока, предположительно, тоже. И все в Total Black. Неужели это новый аутфит для выступлений? Что нам вообще ждать и когда писать завещание? Время плакать, или как Тэхёна любит весь мир. Тэхён на эфире. Я пришел после пробежки. Так вышло, что я давно не проводил лайвы, поэтому решил заглянуть к вам после долгого перерыва. В последнее время я был очень занят, готовил разные проекты, сразу несколько подряд, и скоро все это начнет постепенно выходить. Мы с участниками готовимся к концертному туру, и уже совсем скоро состоится релиз альбома «Арирэнг», поэтому я правда проводил все свои дни в постоянной суете. Вы как? У вас все хорошо? Это мой новый дом, я переехал. Просто почувствовал, что пришло время, и сделал это. Пока еще не все вещи разобраны и аккуратно расставлены, поэтому из-за переезда тоже было много дел. Видите? Отсюда видно деревья. А вот здесь одна из моих любимых картин, и тут дерево, которое я выращиваю сам. Дом сегодня я полностью показывать не хочу, но обязательно поделюсь с вами интерьером, постепенно, не спеша. Вот еще одна моя любимая картина. Если внимательно посмотреть, там медведь ест мороженое. У меня появилось много новых малышей, но их я покажу вам позже, в спокойной атмосфере. Сегодня я запустил эфир, потому что давно не виделся с вами. Мы сейчас все очень заняты, и я подумал, что вам, наверное, тяжело ждать, поэтому решил просто выйти и повидаться. Мне уже пора заканчивать, я пойду. Скучаю по вам. Человек-комфортик. Паблик Тренд Мэг опубликовал подборку мясных ресторанов по рекомендации Чангука. Список лучших мясных ресторанов Чангука раскрыт. Философия Чангука, что мясо всегда должно быть вкусным, стала темой для обсуждения. Скрытые жемчужины по всему Сеулу, которые уже стали популярными среди фанатов благодаря сарафанному радио. Вы будете удивлены дважды: сначала видом аппетитного мяса, а затем, что это выбор самого Чангука. Пролистайте слайды, чтобы увидеть список мясных ресторанов Чангука. И только повышаем градус.
Скульптура в доме Тэхёна – это работа Ким Бонсу из серии «Пиноккио», которую он купил на выставке КИАВ-19. Корейский художник Ким Бонсу создал серию скульптур под названием «Пиноккио», в которой он переосмысливает его классический образ через современные материалы и идеи. Эти работы отличаются выразительными формами и символизмом, связанным с темой правды и лжи. Он использует скульптуру, чтобы показать трудное положение людей, погрязших в эгоизме, не способные отличить правду от лжи. Они лишь прибегают к красивым словам, чтобы удовлетворить свои желания богатства, власти и жадности. Длинный нос Пиноккио символизирует бесконечное стремление современного человека к лжи ради исполнения своих желаний. Для создания захватывающего визуального эффекта Ким Бонсу применяет разнообразные материалы – дерево, камень, бронзу, нержавеющую сталь и обычную сталь. Сладуля такой. Чангук – самый сексуальный мужчина в мире, мастер по уходу за собой и фанат фитнеса. Чангук покорил поклонников по всему миру своей программой тренировок, заслужив прозвище «Король самоконтроля». Рано утром 20 числа Чангук поделился фотографией своей тренировки в своей истории в Instagram. Он опубликовал снимок, на котором пробегает более 8 километров за 1 час 19 минут на беговой дорожке, сжигая в общей сложности 900 килокалорий, с подписью «Вперед!». Чангук продемонстрировал свою страстную любовь к физическим упражнениям и показал, что никогда не пренебрегает самоконтролем. Фанаты оставили комментарии вроде «Тренировка на рассвете? Это же огромная нагрузка!». Я снова влюбляюсь в Чангука, короля самоорганизации. Тренировка на рассвете. Как и ожидалось, фанат тренировок – это что-то новенькое. Не могу дождаться его потрясающих сольных промоушенов. Буду ждать прямой трансляции тренировки. Чангук известен своей тщательной самоорганизацией до такой степени, что его называют фанатом тренировок. Недавно Чангук продемонстрировал свои накачанные мышцы верхней части тела и пресс с 8 кубиками в фотосессии для американского модного бренда Calvin Klein и люксового бренда Chanel Beauty, официальным послом которого он является. Он в очередной раз подтвердил свой статус сексуального красавчика и сексуальной иконы. Чангук был признан самым сексуальным мужчиной 2020 года и самым сексуальным мужчиной 2022 года в категории до 20 лет по версии американского еженедельного журнала People. Он также стал единственным азиатом, признанным самым сексуальным мужчиной в мире 2021 года по версии Элителия и самым сексуальным мужчиной 2020 года по версии Грейзия Франца. Этот самодовольный, уверенный взгляд. Статья «Феномен Тэхёна. Как сольная популярность участника разгоняет экономику камбэка». В преддверии долгожданного воссоединения группы и выхода нового альбома «Арирэнг» аналитики фандом рынка фиксируют любопытную тенденцию. Главным бенефициаром и двигателем ажиотажа становится Ким Тэхён. Артист вновь подтверждает масштабы своей фандомной мощи, возглавляя мировой спрос на товары группы и удерживая рекорд по количеству писем для военнослужащих, уникальное сочетание, подчеркивающее как эмоциональную преданность фанатов, так и его колоссальное рыночное влияние.
Анонс полноформатного альбома 20 марта и лайв-шоу на площади Кванхвамун привели к взрывному росту активности на площадках перепродажи официальных товаров группы. Фанаты активно скупают фотокарточки, слоганы и лайт-стики, превращая торговые онлайн-площадки в индикаторы реального времени, отражающие уровень предвкушения камбэка. Среди всех участников группы Тэхён стал самым популярным объектом поиска у международных пользователей. Особенно высокий спрос зафиксирован в Европе, Великобритании, Испании и Австрии, что демонстрирует равномерную географию его популярности. Цифры экономики камбэка. После официального подтверждения возвращения группы в январе, активность, связанная с группой, на крупных платформах перепродаж резко возросла. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество сделок с товарами BTS выросло на 20% в годовом исчислении. Число предложений увеличилось на треть. Активная аудитория площадок прибавила более 60%. После объявления даты выхода альбома количество поисковых запросов по связанным ключевым словам увеличилось почти в 20 раз, что напрямую стимулировало рост предложения и продаж мерчендайза. Эти цифры наглядно демонстрируют, что камбэки BTS функционируют как глобальные экономические события на рынке фандомной продукции. Фандом, измеряемый миллионами писем. Непревзойденная преданность фанатов V также отражается в глубоко символичном рекорде. Это число остается одним из самых ярких показателей масштаба личного фандома в индустрии K-pop. Помимо цифр и статистики продаж, эта цифра олицетворяет эмоциональную связь между артистом и его поклонниками по всему миру. Фотокарточки, бьющие аукционные рекорды. Фотокарточки V неизменно входят в число самых дорогих и желанных предметов на рынке коллекционирования. Начиная с рекордных цен на аукционах eBay и заканчивая самыми высокими ценами перепродажи в Японии, его айтемы давно считаются предметами коллекционирования премиум-класса. Эта тенденция продолжается и в текущем камбэк-цикле, где приобретение его мерчендайза рассматривается фанатами как значимая цель и высоковостребованный актив. С приближением камбэка и запланированной глобальной трансляцией шоу на площади Кванхвамун масштабы реакции позволяют предположить, что возвращение группы станет не просто музыкальным событием, но и массовой глобальной мобилизацией фандома, которую возглавит одна из самых влиятельных его фигур. Можно сколько угодно рассуждать о фан-сервисе, дружбе, и вот этом вот они не общаются, но когда смотришь на этих двоих, все слова излишни. Во время рум-тура, который сделал Тэхён на вчерашнем лайве, можно заметить небольшую розовую фигуру возле растения. Это COS Seein, Pink, BFF Lamp, культовый арт-объект и светильник от COS, в котором функциональность встречается с современным искусством. Лампа была выпущена в 2020 году в рамках серии Seein и представляет персонажа BFF, одного из самых узнаваемых героев COS. Работа выполнена из сплава металлов, смешанных материалов и оснащена LED-подсветкой, что превращает скульптуру в мягкий источник света и полноценный интерьерный объект. Тираж строго ограничен, всего 150 экземпляров, каждый пронумерован, что делает объект крайне редким. Официально лампа больше не продается, тираж полностью распродан. Найти ее можно только через вторичный рынок, арт-платформы, коллекционные галереи или аукционы с обязательной проверкой подлинности. Интересный нюанс. Распространение Seein, Pink проходило через лотерейную систему, а розовая версия стала особенно желанной среди коллекционеров благодаря редкости и популярности персонажа BFF.
Сегодня эта лампа считается не просто предметом дизайна, а инвестиционным арт-объектом. У этого солнечного лучика самая добрая и чистая душа. В этом году тайваньские фанаты снова зажгли молитвенные лампы за Ким Тэ-хёна. Лампы мира, света, процветания и судьбы ни одна не пропала. Прежде всего, мы желаем ему крепкого здоровья, чтобы он мог свободно заниматься любимым делом. Мы возложили свои молитвы на каждую лампу. Маленькое сияние из Тайваня, защищающее его и освещающее его путь. Как бы шумно ни было в мире, всегда найдутся люди, которые тихо стоят рядом с тобой. Мы всегда рядом. Эта подсветка была сделана на средства, собранные всеми участниками благотворительного фонда и от имени тайваньских фанатов. Небольшой знак нашей любви, надеемся передать ему наше благословение. Мы любим тебя, Тэ-хён. С Тэ-хёном до конца. Пресс или бицепс? Нет, мужчина с такими глазами. Почему мы так мало говорим о настоящем волшебстве Чангука? Я вот о чем хочу поразмышлять. Мы все восхищаемся его талантом, его голосом, его танцами, его харизмой. И это абсолютно заслуженно. Но мне кажется, что мы очень мало говорим о его уникальной способности, которая, на мой взгляд, делает его одним из самых ценных артистов в индустрии. Я говорю о его невероятной силе гармонизировать. Не просто петь гармонии, а именно гармонизировать всю песню, весь коллектив. Он как невидимый клей, который связывает все воедино. Вы замечали, как он добавляет свою изюминку в каждую песню? Это не просто вокальный прием, это его умение чувствовать трек, понимать, чего ему не хватает, и заполнять эту пустоту своим голосом, своим стилем. Или вот еще, его способность играть своим голосом. Он не просто поет ноты, он рисует ими картины, передает эмоции, создает атмосферу. Он может быть нежным, мощным, игривым, страстным, и все это в рамках одной песни, одного выступления. Это не просто талант, это мастерство. И, конечно, его роль подстраховщика. Сколько раз мы слышали, как он незаметно, но безупречно поддерживает других участников, заполняет пробелы, добавляет глубины. Это не всегда бросается в глаза, но это то, что делает звучание BTS таким полным, таким богатым. Он как надежный фундамент, на котором строится вся музыкальная конструкция. Мне кажется, это не просто хороший вокалист. Это артист, который обладает невероятной музыкальной интуицией, эмпатией к музыке и к своим мемберам. Это дар, который выходит за рамки простого пения. Так почему же мы так редко выделяем именно эти его качества? Может, потому что они более тонкие, менее очевидные, чем мощный припев или сложный танец?
но именно они, на мой взгляд, делают его по-настоящему выдающимся. Чувствую очень много чувств. Просто хочу напомнить, что в один прекрасный день Тэхён взял и вкинул нам это. А мы почему-то очень мало говорим об этом. Всем резко любить самого очаровательного кролика. Пост был о том, как Тэхён показал нам свою новую квартиру, вместе с некоторыми предметами интерьера, но комментарии были такими смешными и милыми. Я ничего не вижу, кроме его лица. Во-первых, я аплодирую его красоте и ухожу. Я вижу только то, что он красивый. Уф! Я так занята разглядыванием его лица, что даже не вижу дома. Он невероятно, безумно красив. А ты вообще видишь дом? Я вижу только его лицо. Я листала ленту, думая, интерьер красивый, но из-за его лица я все забыла. Он невероятно, до ужаса красив. Тэхён. Я вижу только его лицо, он невероятно красив. Вау, я не могу оторвать глаз от его лица, а не от дома. Он стал еще красивее. А атмосфера – это вишенка на торте. Не знаю насчет дома. Он красавчик. Если он появится в шоу «Я живу один», это будет настоящий хит. Одно только его лицо уже сделает шоу невероятно интересным, и я хочу увидеть, как он делает самые разные вещи. Надеюсь, он появится в шоу «Я живу один». Я хочу осмотреть его дом и увидеть его естественную сторону. Почему этот парень такой красивый? Вздох. Второе место. Это так интимно. Помните, как Чонгук в Бон Вояже лег в кровать к Тэхёну, а тот поцеловал его руку? Просто хочу сказать отдельное спасибо той девушке, которая случайно сфоткала обнимающихся Тэйкук. Первое место.
Он был так очарован любимым, что чуть не забыл свою часть хореографии. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.